Здравствуйте, мои дорогие друзья! С вами Дина, и я очень рада видеть вас на своем канале «Коллекция рецептов». Пасха – самый великий и светлый праздник для всех христиан. И сегодня приготовим одно из главных угощений этого праздника – творожную Пасху. Готовят Пасху сырым и заварным способом. В этом видео я покажу рецепт сырой Пасхи. Для ее приготовления нам понадобится 400 граммов жирного творога, 170 граммов сахара, 200 граммов жирных сливок, 150 граммов сливочного масла, 1 столовая ложка ароматизированного сахара, 50 граммов изюма, 50 граммов цукатов, 2 желтка, ванилин и 40 миллилитров рома или коньяка. Для начала в отдельную миску высыпаем цукаты, изюм и заливаем их ромом. Я использую ром, в котором настаивались стручки ванили, но можно взять и коньяк. Далее необходимо протереть творог. Сделать это можно разными способами. Пропустить через паштетную решетку мясорубки, протереть дважды через сито, измельчить погружным или обычным блендером, как в моем случае. Вот такая пластичная, однородная, без комочков масса должна получиться. Отставляем творог в сторону и взбиваем сливки. Используйте самые свежие и жирные сливки, желательно домашние, но у меня домашних не оказалось, я взяла сливки 33% жирности. Чтобы сливки было легче взбивать, их нужно очень сильно охладить. Можно даже ненадолго перед взбиванием поставить их в морозилку. Взбиваем сливки до состояния воздушной плотной пены, но старайтесь их не перебить, иначе они могут отскочить сывороткой. Вот такая пышная сливочная масса у нас получилась. Отставляем ее в сторону. Теперь займемся желтками. В отдельную миску выливаем желтки. Я использую свежие домашние яйца. Взбиваем желтки миксером. Венчики после взбивания сливок мыть не надо. Добавляем в миску примерно половину сахара и продолжаем перетирать желтки с сахаром, пока они слегка не побелеют. Как только масса начнет белеть, добавляем 1-2 ложки уже взбитых сливок и продолжаем взбивать до однородной пышной массы. В отдельную емкость выкладываем мягкое сливочное масло и взбиваем его до кремообразного состояния, пока масло не побелеет. Не выключая миксер, добавляем оставшийся сахар и продолжаем взбивать. Добавляем ванилин, ароматизированный сахар. У меня вот такой с ароматом апельсина. Или можете использовать цедру одного апельсина. И взбиваем масло с сахаром до состояния крема. Все продукты подготовлены. В большую миску выкладываем протертый творог, взбитое сливочное масло, желтки с сахаром и перемешиваем массу миксером до однородного пышного состояния. В хорошо перемешанную массу добавляем взбитые сливки и взбиваем миксером на малых оборотах до состояния легкой воздушной творожной массы. Во взбитую массу добавляем заранее замоченные в роме изюм и цукаты. Оставшийся ром понадобится нам чуть позже. Аккуратными движениями, чтобы не нарушить воздушную структуру, вмешиваем изюм и цукаты. Остается переложить готовую творожную массу в пасочницу. Для этого устанавливаем ее на тарелку. Берем марлю, сложенную в 2 слоя, и пропитываем ее в оставшемся роме. Равномерно распределяем марлю до самого дна формы и выкладываем творожную массу, слегка ее утрамбовывая. Можно даже немного постучать формой о тарелку, чтобы масса лучше распределилась. Выкладываем пасхальную массу в форму до самого верха. Складываем марлю конвертом, подворачивая ее со всех сторон.
Поверх формы устанавливаем гнет. Для этого я возьму блюдце, а сверху банку с водой. Это делается для того, чтобы стекала лишняя сыворотка. Получившуюся конструкцию отправляем в холодильник минимум на 1 сутки, а лучше на 2. Спустя сутки давайте посмотрим, сколько сыворотки натекло. Переставляем пасочницу на сухую тарелку и убираем в холодильник еще на сутки. Рекомендуется готовить Пасху в четверг, тогда до воскресенья она успеет настояться. Прошло 2 суток. Достаем пасочницу из холодильника и перекладываем готовую творожную Пасху на блюдо. Для этого разворачиваем марлю, кладем сверху блюдо, на котором будем подавать Пасху, и аккуратно переворачиваем. Снимаем пасочницу и осторожно убираем марлю. А теперь давайте украсим нашу творожную Пасху. Оформляйте Пасху по вашему желанию. Пасха, приготовленная по этому рецепту, получается необыкновенно нежная, вкусная, с легким ароматом апельсина, рома и ванили. Воздушная творожно-сливочная консистенция напоминает мягкое мороженое. Я от всей души поздравляю вас с праздником Светлой Пасхи и желаю добра, благополучия и мира вашему дому. Если вам понравился рецепт этой Пасхи, ставьте пальчик вверх. Поделитесь этим видео с друзьями и напишите свой отзыв, если приготовите Пасху по этому рецепту. Возможно, вы смотрите это видео в соцсетях. Тогда рекомендую зайти на мой YouTube-канал, где вы найдете другие видеорецепты в моем исполнении. Ссылка в описании под видео. Также на канале есть отличный рецепт пасхального кулича. Посмотрите, если вам интересно. С вами была Дина. До новых встреч, до новых вкусных рецептов.